Мы пришли опять Линдочке наряд выбирать, потому что купили комбинезон, он совсем уж на мороз, ну на холод. Вот так вот ходить, как вам? Только что померила вот такой вот кардиганчик, он велик. А вот такой вот серенький, по-моему, в самый раз. Линда, а ну покажись. Ты моя красавица, ты моя лапочка. Как раз, гляньте, попочку прикрывает. Отлично. Да? Зайка, зайка моя, ты такая нарядная. Ты такая нарядная, моя зая. Мы приходим на это место, потому что здесь у Линды какие-то здесь травки свои лечебные. Она именно в этом месте, она там их, или корешки, вот что-то такое, что-то она там копает. Я проверила, никакие там ни какашки, ничего там такого нет, именно какие-то корешки. И она прям что-то там находит и ест. Вот, и купила ей все-таки вот такую вот кофточку. В ней удобно ей будет ходить, гулять вот в такую погоду, как сегодня. Там, правда, сзади еще вот резиночки одеваются. Ну, я думаю, ей будет удобно на лапке без резиночек ходить. Зато тепло. И там в этой кофточке еще подклада такая вот прям тепленькая внутри. Хорошо, ей удобно бегать. И взяла еще вот такой вот ей ошейничек. Ну, чисто для красоты. Такой нарядный, с камешками, как для девочки. Ну, не тягать, понятное дело, за него. А просто так, чтобы на шее был для красоты, да? Моя прелесть. Да? В общем, гуляем. Сегодня у нас суббота. Вот погодка хорошая. Утром было, мне кажется, прохладнее, чем сейчас. И вот здесь такая поляна. Вроде бы и машин здесь нет. Прям, ну, они здесь медленным ходом, потому что здесь вот шлагбаум. И вот здесь можно спокойно погулять. И нет такого, как за мусоркой. Там вроде большая такая площадка. Ну, там эти голуби, там с мусорки все порастаскивали. Там просто ужас какой-то. Какие-то кости огромные, какой-то объедки какие-то. В общем, фу. Не могу, я это место терпеть не могу. У нас сегодня же воскресенье. Марк сидит, собирается на воркаут. Валерыч понес Линду погулять, потому что я себе сделала маску. И ну, у меня на голове шапочка, и я не могу выйти в таком виде на улицу. И у меня здесь отваренное, буду делать печеночный паштет и куча овощей. Пошли. Ну, давай ее заводи. Зови. Линда, иди сюда. Линда, на. Линда, заходи. Валерыч привел Линду, не хочет она в туалет. У бабульки вчера купила морковки и лука. И сейчас нужно много-много мне поджарить, перекрутить печенку на мясорубке и сделать быстро паштет, потому что Валерыч сегодня едет в командировку и попросил, ну, едет далеко, и поэтому, ну, долго будет в пути, поэтому попросил сделать ему печеночный паштет или с гренками, или с профитролями. Если я успею, еще, конечно же, приготовлю профитроли. Только что выходила, и меня Валентина Михайловна, наша консьержка, угостила персиками. За что, про что? Так приятно вроде бы, но с другой стороны как-то вот, не знаю, вроде бы как и неудобно немножко. Вот такая вот гора лука и моркови у меня пережаривается. В паштете я люблю очень-очень много, чтобы было именно пережаренного лука с морковью и очень много сливочного масла. Тогда паштет получается просто конфетка. Печень первый раз я уже прокрутила. У меня здесь уже почти дожаривается лук с морковью. Ну, почти, буквально здесь, я не знаю, несколько минут осталось. И я вот буду сейчас туда добавлять масло. Прям вот приличное масло, прям вот такие куски. Я думаю, 3/4 пачки. Вообще можно было бы всю пачку, но я просто хочу еще профитроли сегодня приготовить, поэтому мне нужно масло. Я решила оставить. Этого будет достаточно и так. Думаю, с лихвой хватит. Печка у меня такие всегда резкие движения, а если у меня еще в сковородке что-то вот полное, да, с горой там, или в кастрюле, у меня обязательно все сыпется, все льется. Обязательно мне нужно 150 раз подтирать, поэтому, когда я снимаю на кулинарный канал, это жесть. У меня самое обычное блюдо очень долго готовится, потому что все это нужно после каждого раз, там, допустим, перемешал, ага, потом что-то где-то упало, давай вытирать, натирать, опять выставлять. В общем, процесс на самом деле сложный, и поэтому сейчас так редко выходят
видео на кулинарный канал, потому что возни с ними на самом деле очень много, а отдачи очень мало, вот по большому счету. Так, смотрите, что я делаю дальше. Когда я варила печень, я воду немножко подсолила. Если она у вас, вы чувствуете, вот недосоленная, можно посолить именно пассировку. Когда вы жарите, можно посолить пассировку, и потом, когда уже мы все перемешаем, уже будет вкус уже такой полноценный. Я, кстати, когда жарила, забыла поперчить. Я вот поперчила сейчас. Здесь у нас уже очень много сливочного масла, пережаренный лук с морковкой, немножко подсоленная печень, еще вот пассировки. И сейчас все это я перемешаю и еще раз прокручу на мясорубке. И вот я уже приготовила форму, которая у меня будет именно для паштета. Еще один момент. Смотрите, у меня получился паштет немножко суховатый. Можно было бы, конечно, его оставить вот таким вот, хорошенько вот примять, потом на хлеб. Но я такой не люблю. Я люблю, чтобы он вот ложился на хлеб мягенько, вот так вот нежно. Вот, чтобы не был вот такими вот сухими. Поэтому я еще дополнительно... И, кстати, немножко на соль. Мне не хватает соли. Поэтому я вот посыпала, добавила еще немножко соли. И отдельно на сковородке, в которой у меня пережаривалась пассировка, хочу перекалить масло. Обычное, то ли оливковое, то ли растительное, рафинированное, какое вы там предпочитаете. И еще сливочное. Вот. И я сейчас все это перекалю. Накалю его хорошенько, пусть он перекипит. У меня уже практически все. И я это добавляю сейчас в наш паштет. Хорошенько перемешаю. И я думаю, будет уже консистенция та, что нужно. Так, все готово. Аккуратно только с кипящим маслом. Это не шуточки вам. Все, я добавила. И сейчас все это хорошенько перемешаю. Форму я опять 100 раз эту вымыла, переложила. Потом эту опять вымыла, потому что в этой будет неудобно перемешивать. Ну, ничего страшного. Лучше поморочиться, зато потом будет вкусно. А не сидеть и сетовать на то, что ой, надо было то, надо было все. Ну все, спешу похвастаться. Мой паштет уже готов. Пусть немножко постоит, потому что он теплый из-за того, что добавляла горячее масло. И все, крышкой накрою и в холодильник. И я думаю, на недельку нам на бутерброды хватит. А может быть и меньше недельки, потому что муж едет в командировку и, наверное, половину заберет точно. Теперь буду готовить профитроли. Что нам нужно? Стакан воды, сковородку вылили, 100 грамм сливочного масла, 3/4 стакана муки, ну, я взяла чашку, и 4 яйца. У меня 2 яйца куриных в холодильнике всего лишь, и 2 мне не достает, поэтому вот я решила, у меня были перепелиные, вместо 2 вот использовать сколько здесь не важно, но в случае с профитролями, чем больше яиц, тем лучше, тем тесто будет больше эластичнее, тем круче профитроли. Вот что мы делаем. Вообще у меня подробные рецепты есть на моем кулинарном канале, но в 2 словах тут здесь сейчас расскажу. Здесь сейчас нагреется вода, практически закипит. Мы сливочное масло сюда, когда уже вот только-только начинает кипеть, быстро вводим муку и размешиваем. Получается у нас такое вот заварное тесто. Я вам покажу. Потом оно остывает, и мы вводим постепенно яйца. В принципе, и все. Вводим до эластичного состояния, потом все это выдавливаем на пергаментную бумагу, в духовку. И все. И вуаля, профитроли готовы. Вот так вот у нас масло растворилось, и будем теперь вводить муку.
Вот, видите, до такого состояния, чтобы оно отходило от сковороды. Вот так вот. Нужно очень быстрыми движениями делать. Не допускать, чтобы оно сильно, вот когда еще была вода, чтобы оно сильно прям кипело. Вот видите, вот так вот. Вмешиваем, вмешиваем. Ну, конечно, зря я эту взяла лопатку. Надо было взять такую резиновую. Ну ладно уже. Никогда менять. Все, заварили. Теперь мы сейчас отложим это. Пусть оно остынет, и будем сюда же вводить уже по одному яйцу. Очень-очень медленно, по сырому. На такое количество теста, минимум 4 штуки, можно и больше. Все, видите? Вот, до такого состояния мы на сковороде его приготовили. Чтобы оно вот так отходило. И сейчас будем убирать. Знаете, у меня какой-то, вот когда готовлю, у меня какой-то внутренняя какая-то чуйка, какой-то внутренний голос, который мне говорит. Вот я сейчас делаю, и внутренний голос мне говорит, еще нужно, еще немножко нужно. И вот когда он скажет все, не знаю, у меня так все время насчет, ну, по поводу вот любого блюда. Вот. Так, все. Теперь уже все. Когда остынет тесто, ну, теплое станет, не горячее, потому что яйцо сварится, вводим по одному яйцу. Можно венчиком, конечно, но у меня такой венчик никудышний, поэтому я ложкой буду. Хорошенько сюда вмешиваем. Не спешить лучше, потому что нужно, чтобы яйцо хорошо в тесто вмешалось. И так по очереди нужно. Все 4, а то и 5. У меня, наверное, здесь... Ну, у меня вот 2 куриных, и вот здесь только. Потому что у меня и чашка была большая. Смотря же, у кого какой стакан был и воды, и муки. Поняли, да? Вот постепенно по одному. Вот вмешали одно, потом следующее. Потом следующее. Так, до полного, чтобы тесто вобрало в себя. Ну вот, что-то типа такого у нас получилось. Все яйца я сюда уже вмешала. Вот такая вот консистенция получилась. И сейчас я все это буду в кондитерский мешок или можно в пакет. Можно вообще ложкой отсаживать. Я видела, так делали. И все нормально. Ну, если там не привязываться там к форме такой, знаете, чтобы было там красиво. Можно обычно ложкой. И они потом подымутся и будут нормальные. Все, готово. Все, отсадила на противень вот такие вот кокольки. У меня еще осталось. Эти приготовятся, потом я еще сделаю. Духовку включила. Сейчас она нагреется, и я туда их отправлю. И все. Все, вуаля. Наши профитроли готовы. 3 штучки, правда, не влезла. Я отправила 4 штучки. За вторым заходом на маленьком противне. Ну, вообще вот такие пузатики получились. По-моему, все удалось. Пробуйте, у вас тоже все получится. Всем доброе утро понедельника. У нас сегодня Марк остался дома, потому что у него на лицо явные признаки простуды. У него заложен нос, у него он подкашливает. И смотрю, вот такое вообще состояние у него вялое, поэтому я решила его оставить сегодня дома. Он попросил на завтрак пасту. И я решила приготовить ему такое вот что-то а-ля карбонара. А-ля, потому что без яиц не будет. Я не буду заправлять яйцами. Просто потому, что у меня их нет. Все, мне лень за ними идти. И, собственно, ребенку, знаете, с сырыми яйцами я не хочу. Как бы этот... Сделаю просто... Сейчас сделаю масло ароматным с помощью чеснока. Потом бекон туда. Геть, потом сливки, немножко вот мускатного ореха и туда потом пасту, и все будет ок. Я думаю, все вкусно.
Вот, Марк уже больной, не больной, а запас, ну, здесь рядышком у нас. Сбегал, вот, взял, попросила его, говорю, купи какие-нибудь, какие захочешь себе, ну, как бы эти, макарошки. И возьми пачку масла. Вот он притащил, он сразу купил 2, решил, как говорит, на про запас. Вот, и взял пачку масла. А мне казалось, это масло сейчас и не нужно, потому что я на ходу придумала вот готовить ему вот такой вот, типа карбонара. Так что вот и я в процессе. Вот у нас мадам под ногами. Сильно она уж поняла вкус нашей еды. И теперь вообще проблема в том, она к своей уже подходит уже просто в таком уже крайнем случае, что когда уже вообще ничего не дают, а есть хочется. Чеснок я выбрасываю. Он свой аромат отдал, и все, больше он нам не нужен. Я его выбросила. Здесь у меня еще стоят профитрольки. Думала, Маркуше в школу там с собой, чтобы он в течение дня там смог перекусить печеночным паштетом. Но так как он остался сегодня дома, значит, будет потом с чайком. Туда попозже попьет. Покушает, точнее. Я, кстати, завтракала. Мой кофе остался. Я завтракала. Делала себе черного хлеба, бутербродики с рыбкой. Просто с рыбкой. Без ничего. Вчера делала скрамбл с яиц. И делала на каждый бутербродик немножко скрамбл и рыбки. И кунжутиком посыпала. Очень было вкусно. Сильно бекон не зажариваю. Немножко так, чтобы он тоже притомился. Немножко отдал свой такой аромат. И все. Сейчас немножко сливок. Немножко. Зарядила я со своим немножко. Ну, вот так вот где-то. Еще капельку притомиться. Кстати, сливки не нужно на большой температуре кипятить, потому что они обязательно свернутся. Кстати, если еще и сливки не жирные. Ну, я жирные не люблю в пищу. Вот если в кондитерку там, то... Да, поэтому если на небольших температурах, и как бы оно будет все ок. Ничего сворачиваться не будет. Кстати, и когда добавляешь соус, то же самое. Добавила мускатный орех. Вау. Так сразу запах такой пошел. Так, сейчас он немножко начнет, все, пошел маленькими, видите, такими вот пузыриками. Почти уже закипает. Я сейчас сюда пасту перемешаю, и все, в тарелку, все готово. Ну все, у меня все готово. Сверху пармезанчиком, и приятного аппетита. Все, мое солнышко кушает, нос забит вообще. Приятного аппетита тебе, зайка. Спасибо. Сидит, посмотрите, оскорбленная. Не дали ей только что, не пустили ее сесть за стол, ничего Марк не дал со стола. Все, села на уголке дивана с важным видом. Очень обиженная. Смотрите, я вам скажу, вот она такая маленькая, насколько она вот шкодная и смешная, и насколько она интеллигентная. Она очень такая вот, ну вот, знаете, вот не дурная, вот грубо говоря. Вот она такая вот манерная, она вот такая вот, не знаю, послушная, она вот, ну, не знаю. Ее вот сфоткаешь, она вот такая, знаете, важная сидит. Молодец. Мне вот она, конечно, я вообще без ума просто от нее. Все, на кухне порядок навела. Все свои следы готовки уничтожила. Теперь нужно мне заниматься полезными делами. Точнее, как полезными? Долго ожидающими, долгоиграющими. Я этот фикус собиралась пересадить целое лето. Потому что его уже просто пищит пересадить. А уже заканчивается, уже середина октября. Вот. Видите, он уже в одной паре. Листик маленький, вообще не растет. И пару листиков уже пожелтело, осыпалось. Я думаю, что... Ну, давно и мама уже, по-моему, давно его не пересаживала. Ему нужно побольше места. И наконец-то тоже 3 месяца собирались купить горшок с Валерычем. Наконец-то выбрались на днях. Вот, купили вот такой вот красивенный черный. Здесь дренаж. И здесь я купила грунт именно для фикусов. Вот такой вот 15 литров. Надеюсь, хватит. И знаете еще что купила? Наконец-то купила вот такую вот подставочку. Не подставочку, а такую опору для денежного дерева, ну, для долларового дерева.
И вот немножко подперла его хотя бы без вот этих всяких шнурочков и всякого такого искусства. Ну, что еще хотела сказать? Я вынесла. Все-таки драцена моя все. Как я не пыталась ее, что я с ней не пыталась. Все, видите, пустой горшок. Весь здесь грунт вообще, все. Состав такой классный, я уже не стала выкидывать. Думаю, что куплю то ли драцену, то ли не знаю, что мне на эти драцены не везет. То ли что-то другое. Посажу и поставлю туда Марку в комнату. Так, а я тащу. Ой, здесь очень холодно на балконе. Ничего страшного, на столе буду пересаживать. У меня здесь места хватает. Так, вот здесь сейчас освобожу. Это Марк нашел старый фотик. Ходит, играется им. Так, я думаю, этого места мне хватит. А что ты с ним делаешь? Фоткаешь? Ну, хорошо. В общем, он не играется, он фоткает. Делаю все как обычно. Дренаж. Там на дне хороший слой такой. Я положила. Потом вот такой вот грунт для фикусов. Потом уголь древесный. Я сейчас все это перемешаю. Потом вот пересажу сюда, переставлю сюда фикус. Не хочу его слишком высоко, пусть пониже будет. И вот это сейчас все перемешаю и хорошенько землей. Ужас просто. У меня такое в первый раз. Я вообще не могу его достать с горшка. Его приходится только вот так вот ломать. Здесь же земля такая обычная, чернозем, не цветочная. Поэтому капец, здесь просто намертво все зацементировано. Видите? Вот так вот. Не могу я его достать. Режу горшок и буду только так доставать. И у меня есть идея вообще два пересадить. Вот тот маленький вместе с вот этим горшок. Я думаю, им будет нормально здесь. Горшок-то огромный. Еле-еле достала, верите? Просто капец. Все руки обдерла. Вот так вот пришлось раздербанить горшок. Но, слава богу, я сейчас эту землю немножко обтрушу, чтобы она перемешалась. Ну так вот немножко ее... Чтобы она перемешалась с землей, которая полезная, потому что я так подозреваю, это уже много-много лет. Вот, и оно перемешается, и будут какие-то полезные свойства для корней питаться. Ну все, готово, зацените. По-моему, очень красиво получилось. И для двух цветков там места предостаточно. Вот. Мне кажется, надолго это хватит. Ну и так, визуально очень красиво, мне кажется. У меня теперь освободился горшок. Вот такой вот красивенький. Теперь думаю, чуть-чуть туда надо посадить, потому что... Ну, что ему пустовать? Вот, сейчас, наверное, схожу в Ашан, посмотрю, что там есть, что там продается. Сюда вот досыпала земельки. Вот, свеженькой. Ну, вот, красивенько, по-моему. Стала, полила. Сейчас нужно еще немножко полить. Вот, и будет здорово. Надеюсь, я никакого ущерба ему не нанесла. Но мне кажется, он стал такой побогаче смотреться. А то в одна палка торчала. Так все-таки уже так на дерево похоже. Здесь у меня белый этот освободился, тот, который был раньше. Вот так вот я поставила. Тут искусственный такой у меня уголочек. Вот. Спит мадам. Для кого вот это, я не знаю. Где угодно спит. Здесь спит. В этой в корзине, кстати, на пледах спит. Только не здесь. Здесь вот весь ее инвентарь хранится. Пленка тоже надо ее уже убирать. Молодец. Она на нее не претендует совершенно. Только так валяется. Уберу, наверное, ее. Бардак. Не получается аккуратно, видите. Ну ничего, сейчас пыликом все соберу. Это пусть лежит, а эту сейчас соберу, да и все. И хороший. Сейчас, наверное, схожу в Ашан. Посмотрю, что там продается. Может, какие-то продаются там растения. И, может, что-то посажу. Потому что земля есть. Правда, немножко. Ну, докуплю. И горшок. Целых два у меня пустует. И мне хочется еще что-то Маркуша туда к окну поставить. Мне кажется, с цветком. Когда даже стояла эта дохлая там драцена, и то было как-то поуютнее, чем... И вообще, конечно, хочу я сюда ему еще тут купить искусственную шкуру белую. Чтоб ножкам было, скажем, с постели вставал, чтоб ножкам было тепло. Да, Маркуш? Надо тебе туда искусственный такой.
Ну, на пол, я имею в виду. Сюда. Надо тебе эту искусственную шкурку? Шкурку? Да. Ну, можно. Можно? Или Марк? Ой, Марк. Линда ее шерстью, да, забьет. Ой, да хотя сколько она там стоит? Сколько попользуемся, столько и будет. Серенькую. Там, кстати, серенькие были. Серенькую возьмем. И будет гармонично. Да, а тут больничная палата. Не могу, что-то эти высоченные потолки, белые стены. Прям совсем уже. Да? Угу. Марципан. Как себя чувствуешь? Нормально. Нормально. Ну да. Он на школу не пойти, да? Так все нормально. Да. Надо гординку вот эту снять. Надо будет этим на неделе заняться, эту подстреленную. И такую обычную уже повесить. Постирать после лета. Короче, работы непочатый край. Просто. Пока раскачаешься, пока, я не знаю, я такая что-то стала в последнее время. Раньше у меня так все как-то спорилось, знаете, задумала, быстро сделала. Все на одной ноге вертелась, не знаю. У меня там и стирка, и уборка, и готовка. И все, не знаю, все в один день помещалось. Сейчас я пока настроюсь, пока раскачаюсь, пока начну. 100 раз переношу, планирую. Ой, короче, такое. Ой, в общем, вот так вот. Сходила я только что в магазин, позаходила во все цветочные, которые у нас здесь на районе есть. Зашла еще в Ашан, зашла в АТБ, вообще ничего нет. В Ашане там вообще по 100 гривен, вообще уже почти умершие орхидеи. Просто вообще уже одни там сухие стручки, и по 100 гривен такой милости сделали, продают их. Вот, что у меня мигает. И... В общем, ничего не купила, это нужно ехать в эпицентр. Хотя в эпицентре тоже посмотрела цены, вообще на драцену, около 400 гривен, эти маленькие. Если представьте, я брала огромную в Ашане когда-то еще там на этом, у нас там на Берковецкой, с 3 в горшке, с 3, вот эти вот, которые идут вот так вот каскадом, сколько? 250 гривен, по-моему, или даже того меньше стоило, представьте. А тут вообще одна драценка маленькая, которая еще расти и расти до такого, до красивого состояния, стоит что около 400 гривен. Короче, даже, по-моему, 400 с чем-то, дорого. Поэтому я зашла в АТБ, взяла яйца, уже закончились, и Марк просил ему взять рулетик, барни шоколадный, и сейчас по 21 гривне, представьте, милка такая вот с миндалем целым, поэтому я взяла даже себе. Ладно, сегодня уж так уж и быть, себя побалую чайком. Что-то он еще просил, но я забыла, поэтому не купила.